Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран не может усидеть на месте после того, что он услышал от господина Кудрета, и когда приходит Ферат, он хватает его за воротник. Услышав их крики, люди в особняке выходят. Когда баран злится, спрашивая, сколько денег тебе дал Джавахир, как ты себя продал, Ферат ругает его, говоря, что это позор. Беран говорит: мы проиграли тендер из-за тебя. Каждый раз, когда я доверял тебе, ты наносил мне удар в спину. Ферат, ты явно умный, когда ты пытаешься заставить меня упасть перед моей семьей и женой. Баран говорит, что ты не заслуживаешь говорить о нашей семье. И когда они сталкиваются друг с другом, баран бьет Ферата кулаком и сбивает его с ног. Гуль беспокоится о Ферате и бежит к нему. Госпожа Азади говорит: как вам не стыдно, вы позорите нашу семью, и они заходят внутрь. Ясмин и Харун говорят друг другу, что они очень нарядны, и пытаются выяснить, почему, но оба оправдываются и не говорят, почему они одеты. Когда господин Кудрет говорит барану: мне хотелось бы решить этот вопрос между нами, ребенок – это позор, Джихан говорит: папа, мне бы хотелось ударить его по лицу. Баран кричит и получает злой. Пока Беран говорит о том, что нам нужно сосредоточиться на новой поставке прямо сейчас, к ним подходит Дилан. Господин Кудрет и Джихан выходят, и когда Дилан спрашивает, что происходит, что сделал Ферат, что заставило вас так сильно отреагировать, баран сначала не хочет ему говорить, но затем он говорит, что мой отец видел, как он встречался с Джавахиром. Когда Дилан спрашивает, единственная ли это причина, Беран говорит, что есть вещи, которых ты не знаешь, не вмешивайся в мои дела. Дилан говорит, что я вмешаюсь, этот вопрос касается всей семьи, вы двоюродные братья, вы не можете так срезать углы. Беран говорит, что я возьму это и больше не вмешиваюсь в мои дела. Когда Гуль спрашивает Ферата: расскажи мне, что случилось, чтобы мне не пришлось склонять голову, Ферат отвечает: не волнуйся, ты не сделал ничего, что заставило бы меня склониться. Когда Гуль спрашивает, что он сделал, чтобы сказать тебе эти слова, Ферат отвечает: что бы я ни сделал, я сделал это для нас обоих. Гуль говорит: что ты сделал? Прав ли Ферат? Баран: ага. Затем к ним приходит Джихан, спрашивает разрешения у Гуля и говорит Ферату, что ты меня тоже разочаровал, у тебя больше нет брата, я больше не с тобой. Как рассказал Джихан баран, он собирает всех в особняке в гостиной. Когда госпожа Сабиха говорит Дилану: дочь, лучше бы я не приходила, это семейный вопрос, Дилан говорит: ты тоже часть семьи. Баран всем позвонил. Приходит баран и говорит, что Ферат не может отныне жить в этом особняке, кто бы ни предавал нашу семью, в этом особняке нет места, кто попытается ему помочь, тот найдет меня и уйдет. Когда Хасан баран ушел, он спрашивает госпожу Азади, правильно ли она будет принимать это решение одна или это не внесудебная казнь, а господин Кудрет говорит: заткнитесь, Хасан баран, вождь этого племени, кем бы он ни был. Говорит: будет сделано. Пока баран находится в своем кабинете, к нему приходит Дилан и говорит, что решение, которое он принял, было неправильным, и он злится, что Ферат принял такое решение, пока его жена здесь. Когда Беран злится на Дилана и машет ему пальцем, Дилан говорит: ты принимаешь неправильное решение и больше не машешь мне пальцем. Когда Барн говорит: мне нужно работать, пожалуйста, не утомляй меня своим упрямством, Дилан выходит из комнаты, называет меня упрямым и говорит: ты настоящий упрямый. Беран говорит, что я слышал тебя, и Дилан выходит из комнаты. Пока Гуль очень грустит и плачет, госпожа Кадер пытается ее подбодрить. К ним приходит Дилан и Сабиха Ханем. Пока госпожа Сабиха объясняет, почему Джавахир проснулся, Гуль расстроен тем, что Ферат не отрицает того, что он сделал. Дилан говорит: не волнуйся, я узнаю правду, несмотря ни на что. Ясмин сходит с ума, задаваясь вопросом, на что похож Селам, поэтому она говорит себе: давай придем и посмотрим. Когда госпожа Азади видит Гэжу Сабиху, она винит ее во всем, что произошло, и злится, говоря: с каким лицом ты все еще ходишь здесь?
Хоть госпожа Сабиха и говорит, что вы сейчас заходите слишком далеко, вы не можете винить меня в ошибке вашего внука. Госпожа Азади угрожает, что я не успокоюсь, пока мой внук не выгонит вас из этого особняка. Бойтесь меня с этого момента. Джавахир получает новости от Хасана в особняке, и хотя произошедшее его радует, он встревожен, потому что больше не сможет получать новости из особняка. Когда Ферат приходит к ним, и они высмеивают его, спрашивая о следе от удара на его лице, Ферат говорит, что они все увидят, каково это опозорить меня перед моей семьей и женой. Пока Берон разговаривает по телефону, звонят в дверь, и он тут же вешает трубку, говоря: «Берегите себя, и мы поговорим позже». Дилан приносит Барану чай и выпечку. Когда Дилан спрашивает, знает ли она, что могло быть сказано между Фератом и Джавахиром, Баран отвечает: «У меня есть предположение». Что бы ни говорил Баран Дилан, он по-прежнему злится на Ферата и не хочет его прощать. Затем между ними происходит теплый разговор, и в этот момент выглядывают глаза Барана. Гуль разговаривает с Гэжой Кадер снаружи и плачет. Дилан была расстроена из-за Барана. Когда она сказала «Гуль», Баран подошел к ней и сказал: «Я собирался поговорить с ней, давай». Она говорит: «Я тоже очень расстроена из-за Гэжи Гуль Кадер. Как бы сильно я не расстраивалась из-за нее, я ее очень люблю, она мой муж». Баран приходит к ним с Диланом и говорит, что то, что происходит между Фератом и нами, касается только нас двоих, не беспокойтесь об этом. Когда Баран отсылает Гуля, говоря: «Не грусти, иди и отдохни немного», Дилан говорит, что мой мягкосердечный муж терпеть не может видеть, как кто-то плачет. Берон тоже отправляет Дилану со словами: «Заходи, позволь мне сделать несколько телефонных звонков». Наконец приходит Сельма, которую ждала Ясмин, и сначала издалека критикует ее, а затем спрашивает, что с ней происходит, как будто она такая красивая. Когда Харун зовет Ясмин и говорит: «Поторопитесь, дайте суп Тархана покупателю, а я позабочусь о бизнесе», Ясмин понимает, что эта женщина не Сельма. Дилан проголодалась и приходит на кухню. Когда она находит на кухне Барана, она думает, что он ест, но Баран пришел подогреть для нее молоко. Дилан не может сказать Барану, что она голодна, и говорит, что пришла только попить молока. Дилан собирается уйти из кухни, не издав ни звука, но Берон знает, что он голоден, и пришел съесть выпечку. Дилан становится очень счастливым и без возражений начинает есть. Ферат звонит Гуль и сообщает ей. Когда Гуль спрашивает, почему ты это сделал, Ферат отвечает: «У меня есть веские причины, но тогда». Когда Гуль говорит: «Ты принимаешь то, что ты сделал», Ферат говорит: «Поверь мне, я не сделал ничего, что могло бы тебя расстроить, я бы не сделал ничего, что могло бы тебя расстроить, но я не могу вынести твоих слез, несмотря ни на что. Что, я тебя очень люблю, ладно», а потом они кладут трубку. Ферат говорит, что хватит, я призову к ответственности тех, кто заставил нас пережить это. Пока Дилан и Берон спят, Дилан говорит, что не может спать, и Берон спрашивает, почему. Дилан говорит, что мои мысли застряли в Гуль, она застряла посреди всего, девочка, я хочу поговорить с ней в последний раз. Когда Баран в последний раз говорит, что больше не разговаривает, Дилан спрашивает Ферата, может ли он дать ему возможность хотя бы раз объясниться, на что Баран отвечает: «Нет, не вмешивайся больше в мои дела». Приходит Селам, которого ждала Ясмин, и когда Харун выходит с ней, он говорит Ясмин, что ты можешь выйти после того, как приберешься. Когда Ясмин смотрит на Сельму, Харун спрашивает Ясмин: «С тобой все в порядке?» Ясмин говорит, что со мной все в порядке, а Харун и Сельма уходят. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.